Привет, я Миша. Тебе снова задали этот вопрос? Ну а когда уже семья? Когда отношения? И ты улыбнулся. Сказал что-то легкое, отшутился, перевел тему. А внутри в этот момент что-то сжалось. Тихо, на секунду. Ты сам почти не заметил. Но оно было. И вот что я хочу сказать тебе сразу, пока ты не закрыл это видео. Ты не сломанный. С тобой все в порядке. Но та легкость, с которой ты отвечаешь на этот вопрос, иногда прикрывает что-то, чему ты сам боишься смотреть в глаза. Я разберу 6 причин, почему человек не заводит отношения и не строит семью. И чем дальше, тем глубже. Самую тяжелую я приберег на финал. Там ты узнаешь себя так, что захочешь поставить на паузу. Но прежде чем мы дойдем туда, поймай вот это. Телом. Представь утро субботы. Ты проснулся сам, без будильника. Просто открыл глаза, когда тело захотело. Подушка еще хранит тепло с твоей стороны, и ты лежишь, не шевелясь. За шторой серый свет. То ли дождь собирается, то ли уже идет, и ты слышишь, как капли стучат по карнизу. Мягко, без ритма. Просто непрохладные у стоп, теплые там, где спал. Никто не дышит рядом. Никто не спросит, который час и какие планы. Ты можешь пролежать так еще час, и никому ничего не должен за это. И в груди разливается что-то спокойное, ленивое, ничье. Вот это чувство. Это не пустота. Это облегчение. И если ты узнал его, мы говорим об одном и том же. Это не лень и не эгоизм, как тебе, может быть, говорили. Это твоя нервная система нашла место, где она, наконец, в безопасности. Запомни это ощущение, потому что дальше мы будем разбираться, откуда оно взялось и где оно из спасения превращается в ловушку. Причина шестая. Тебе правда хорошо одному, и это сбивает с толку. Начнем с самого простого, с того, что не требует копать глубоко. Часть людей не строит отношения по очень честной причине. Им одним действительно хорошо. Неприемлемо, нетерпимо, хорошо. Свое пространство, свой ритм, своя тишина. Ты сам выбираешь, когда есть, когда спать, что смотреть, с кем говорить, а с кем нет. И тут возникает путаница, которая мучает многих. Если мне так хорошо одному, может, со мной что-то не так? Может, я просто разучился любить? Не обязательно. Психологи давно показали, что способность быть наедине с собой и получать от этого ресурс — это признак зрелости, а не дефекта. Запомни эту мысль, потому что уже в следующей причине она перевернется с ног на голову, и ты увидишь, как то же самое «мне хорошо одному» может означать совсем другое. Причина пятая. Ты слишком хорошо помнишь, чем заканчивается «вместе». У тебя перед глазами есть картинка. Может, это брак твоих родителей. Холодный ужин в тишине. Два человека за одним столом, которым нечего сказать друг другу. Может, это твои собственные прошлые отношения, где ты в конце чувствовал себя более одиноким, чем когда был один. И мозг сделал простой вывод. Вместе это небезопасно. Вместе это где больно. Теория привязанности, которую разрабатывал британский психолог Джон Боулби, говорит простую вещь. То, как с нами обходились те, кто был рядом в детстве, становится шаблоном. Мозг строит внутреннюю модель, чего ждать от близости. И если эта модель говорит «близость равно разочарование», ты будешь избегать ее, даже когда сознательно хочешь обратного. Это не трусость, это память. Твой мозг защищает тебя от того, что уже однажды ранило. Но вот что странно. Чем сильнее ты защищаешься, тем больше получаешь именно того, чего боишься. И в следующей причине эта ловушка станет видна целиком. Причина четвертая. Ты привык все контролировать, а близость контролю не поддается. Подумай о том, как устроена твоя жизнь. Скорее всего, в ней много порядка. Ты знаешь свой график. Ты сам отвечаешь за свои деньги, свое время, свои решения. И это работает. Это дает ощущение, что земля под ногами твердая. А теперь представь другого человека внутри этой жизни. Со своим настроением, своими планами, своей непредсказуемостью. С тем, что он может уйти, может разлюбить, может просто однажды стать другим. Близость — это единственная сфера жизни, которую невозможно проконтролировать. И для человека, который держит все под контролем, это не романтика, это угроза. Исследования показывают, что мозг реагирует на неопределенность теми же зонами, что и на физическую угрозу. «Я не знаю, что будет» для нервной системы звучит почти как «мне угрожает опасность». И отношения — это сплошное «я не знаю, что будет». Услышь это.
Ты не против любви. Ты против того, чтобы терять контроль. А это, как ни печально, одно и то же действие. А теперь приготовься, потому что дальше мы выходим с поверхности, и 3 следующие причины уже не про удобство. Они про то, что болит. Причина 3. Один раз тебе было так больно, что ты решил больше так не рисковать. Где-то в твоем прошлом, скорее всего, есть разрыв, после которого ты собирал себя слишком долго. Может, тебя бросили, может, предали. Может, ты любил так сильно, что когда все закончилось, ты будто перестал существовать на какое-то время. И тогда мозг принял решение. Тихое, без слов, но железное. Больше никогда так. Не потому, что ты не способен любить, а потому что ты слишком хорошо помнишь, сколько стоит потом собирать осколки. В книге «Тело помнит все» психиатр Бессел ван дер Колк показывает, как сильная эмоциональная боль буквально встраивается в тело и нервную систему. Это не было и прошло, это записано. И когда появляется кто-то новый, кто мог бы стать близким, тело первым включает тревогу, еще до того, как ты успеваешь подумать. Поэтому ты не подпускаешь. Не потому что не хочешь, а потому что часть тебя до сих пор защищает рану, которую ты получил тогда. Запомни это. Потому что в следующей причине эта защита покажет свое второе лицо, то, которое разрушает связь твоими же руками. Причина 2. Как только становится по-настоящему хорошо, ты начинаешь искать выход. Вот сцена, которую ты, может быть, узнаешь. Кто-то появляется, все идет хорошо, слишком хорошо. Тепло, спокойно, по-настоящему. И именно в этот момент не когда плохо, а когда хорошо, внутри что-то включается. Ты вдруг начинаешь замечать недостатки, чувствуешь, что задыхаешься, ищешь причину отдалиться. И находишь. Это называется самосаботаж в привязанности. И механизм у него жестокий в своей логике. Чем ближе человек подходит, тем больше ты чувствуешь, что можешь его потерять. А значит, тем больнее будет потом. И мозг выбирает. Лучше я разрушу это сам, сейчас, пока не так больно, чем потом, когда я уже не смогу без него. Психолог Сью Джонсон, создательница эмоционально фокусированной терапии, описывала это так. За каждым отстранением стоит не холодность, а страх. Человек уходит не потому, что ему все равно. Он уходит потому, что ему слишком не все равно, и он не верит, что выдержит, если потеряет. Ты не разрушаешь отношения потому, что не любишь. Ты разрушаешь их потому, что любишь, и не веришь, что тебе позволят любить безопасно. И вот мы подошли к финалу. К той причине, которую ты, скорее всего, уже почувствовал между строк предыдущих. Это самое тяжелое. Если до сих пор ты держался, здесь приготовься. Причина 1. Ты не боишься одиночества. Ты боишься, что тебя увидят настоящим и все равно уйдут. Вот она, сердцевина. Одиночество тебя не пугает, ты в нем мастер. Ты умеешь быть один лучше, чем кто-либо. Тебя пугает другое. Тебя пугает быть увиденным. По-настоящему. Со всем, что ты прячешь. Со страхами. С тем, каким ты бываешь в 3 часа ночи. С той частью себя, которую ты считаешь недостаточной, неудобной или слишком пустой. Подпустить кого-то по-настоящему значит дать ему увидеть это все. И вот здесь живет настоящий ужас. Что он увидит тебя целиком и все равно уйдет. Потому что если тебя бросают, когда ты скрываешься, это не больно. Бросили не тебя, а маску. Но если тебя увидят настоящим и уйдут, это приговор тому, кто ты есть. И поэтому проще не подпускать. Проще остаться одному, по своему выбору, на своих условиях. Так ты никогда не услышишь это «нет», направленное в самую твою сердцевину. Исследователь Брене Браун годами изучала уязвимость и стыд. И ее вывод обезоруживающе прост. Уязвимость — это не слабость. Это единственная дорога к настоящей близости. Нельзя быть по-настоящему любимым, не дав себя по-настоящему увидеть. И в этом вся ловушка. Ты защищаешь себя от боли отвержения, и этой же защитой закрываешь себе единственную дверь к тому, чего на самом деле хочешь. Услышь это. Твое одиночество не потому, что ты не способен на любовь, а потому, что ты слишком хорошо знаешь ее цену и слишком боишься платить. Так что с этим делать? Не найти кого-то завтра. Это не работает так. Но есть конкретные шаги. 1. Практикуй маленькую уязвимость дозированно. Не открывайся сразу весь. Это перегрузит нервную систему.
Раз в день говори одному человеку одну настоящую вещь чуть честнее, чем привык. Мне было тяжело сегодня. Я скучал. Мне это важно. Маленькими порциями мозг учится, что показать себя не равно быть отвергнутым. Это называется постепенная десенсибилизация, и именно так нервная система перезаписывает страх. Не прыжком, а шагами. Второе. Когда внутри поднимается импульс отдалиться в хороший момент, засеки 90 секунд. Любая эмоциональная волна в теле физически длится около 1,5 минут, если ее не подкручивать мыслями. Не действуй сразу. Не пиши «нам надо поговорить». Просто останься в дискомфорте, подыши, дай волне пройти. Часто за ней нет реальной проблемы. Есть только старый страх, который привык командовать. Третье. Один раз честно ответь себе на вопрос. Ты один, потому что это тебя наполняет, или потому что так безопаснее? Не чтобы осудить себя, а чтобы, наконец, увидеть, с чем ты имеешь дело. Потому что пока ты называешь клетку свободой, ключ не повернется. А теперь скажи мне в комментариях честно, был ли в твоей жизни момент, когда ты впервые понял, что держишь людей на расстоянии? И почему? Не обязательно красиво формулировать. Просто расскажи, как было. Иногда то, что ты напишешь чужим людям под видео, ты не можешь сказать даже самым близким. И иногда именно с этого все и начинает меняться. Это был Миша. Увидимся послезавтра.